наполняем наш кармашек. Это самое темное место в работе. Аппарат всегда под углом 90 градусов. Штрих короткий и плотный. Не спешим. Здесь важна плотность именно в нижней линии. Дает мягкость нижним этажам растушевок. Плавный переход. Чтобы у вас не было отдельно живущие стрелки, отдельно живущие растушевки. Если мы берем все холодные оттенки кожи, это немножко грязновато на веках смотрится. Приветствую вас! Я рада вас видеть на канале Ханафи. Меня зовут Марина Ковалева. И сегодня я с вами поделюсь тонкостями работы с глазами в своей технике легкий смоки айс. Марина Ковалева, топ-мастер и тренер по перманентному макияжу, эксперт в работе с веками, трехкратный чемпион России, золотой призер чемпионата России ВОЛУП 2021 в номинации «Стрелка с растушевкой». Судья и спикер многочисленных конгрессов и чемпионатов. Создала и успешно практикует свой авторский курс «Легкий смоки айс». На видео мастер покажет, как профессионально и легко выполнить красивую растушевку на веках, поделится секретами построения эскиза и расскажет, как избежать частых ошибок. Для получения красивого градиента нужно обязательно использовать не менее 3 цветов. В данном случае мы возьмем сет веки номер 1, номер 3 и номер 4. Также мы используем корректор для верхнего этажа, чтобы он получился более акварельным. Номер 3 мы используем для того, чтобы красить валик. Номер 1 у нас идет на верхний этаж, чтобы создать мягкость, плавность второму этажу. Я всегда рекомендую использовать корректор на верхних этажах растушевки, для того, чтобы наш цвет растворялся в оттенке кожи. Первое, с чего мы начинаем, это фиксация эскиза. Фиксируем мы эскиз самым светлым цветом из палитры, это номер 1. После того, как мы зафиксировали линию, мы немножко посерединке стираем и смотрим. Если мы линию видим, мы можем стереть до конца. Если нет, мы дублируем только в том месте, где стерли. Здесь мне прекрасно все видно. Вот этой тонкой линии достаточно. После того, как мы зафиксировали, мы тонким слоем наносим вторичную анестезию. В работе с глазами для вторичной анестезии я использую сустаин. После нанесения анестезии я продолжаю работать сразу. То есть вторичная анестезия, она действует моментально. Мы фиксируем направление правого глазика и сразу же направление левого глазика. Далее я работаю полностью один глаз. Вы можете пробовать, это не значит, что так правильно. Я к этому пришла тоже не сразу. Ранее я чередовала работу правого и левого глазика. Сейчас в рамках кабинета своей студии я работаю именно полностью, завершая работу на одном глазе и перехожу на второй, так как кожа век имеет свойство уставать. Мы минимальное количество времени воздействуем на кожу. По необходимости дублируем. Приступаем к работе с правым глазом, ближним. Можно начинать с дальнего глаза, можно с ближнего, как вам удобно. Основное первое, что мы красим, это валик, так как его сложнее всего уложить, поэтому мы начинаем работу именно с него. Мы берем средний оттенок, это номер 3, и начинаем работать с валиком. Самое важное в работе с валиком это короткий штрих, потому что валик это объем, и мы не можем на рельефе работать длинным штрихом. При правильной работе отек после процедуры минимальный. Как правило, отек дает неправильная работа с валиком или работа в межресничке травматичная. При фиксации глаза, при натяжке мы не делаем сильную натяжку. Наша задача пальчики поставить близко друг к другу. Тем самым мы формируем из более рельефа плоскую поверхность. Когда мы ставим их близко друг к другу, у нас именно получается площадь более плоская. Если мы пальцы расставляем широко и распрямляем кожу, то мы как бы кожу одеваем на глазное яблоко, и у нас формируется опять рельеф. А наша задача, чтобы у нас была плоскость. В зоне над зрачком мы снижаем скорость руки и длину штриха. Здесь зона, где больше всего сосудов. Если мы будем делать длинный штрих, мы будем травмировать кожу. Штрих короткий и плотный. Не спешим. Красим до видимого результата. Здесь важно не спешить. Красить блоками. И пока мы не прокрасим блок, мы не переходим к следующему. Работа с веками у меня занимает порядка 2,5–3 часов. Это если говорить про работу коричневыми оттенками. Вы можете работать гораздо быстрее, если взять оттенки темнее.
темнее. Но наша задача положить максимально благородные оттенки, чтобы они зажили красивыми коричневыми тенями. Поэтому в работе мы стараемся использовать средней насыщенности коричневые. В этих коричневых соотношение теплого и холодного уравновешено, поэтому мы получаем более носибельный цвет. После того, как мы прокрасим валик, мы красим зону кармана, это внешний край глазика, и переходим плавно в межресничку. И только после этого будем работать уже светлым оттенком. То есть начинаем работу с фиксацией с светлым цветом, далее берем средний оттенок, работаем зоной валика, опускаемся в зону межреснички и в зону кармана и на верхний этаж растушевки. После того, как мы прокрасили валик, мы красим карман и зону межреснички. Карман тоже очень сложная зона в работе с веками. Здесь важно не махать, работать точечно. Иногда даже я всегда говорю постоять. Постояли точечно на одном месте, немножко сдвинулись, постояли, сдвинулись. Да, это более эффективно будет. То есть пигмент укладывается, при этом минимальная травматизация кожи. Мы ее не раздражаем, наполняем наш кармашек. Это самое темное место в работе. Здесь мы пытаемся работать очень плотно, не спешим, медленные движения, можно немножечко такие круговые, как барашки, внутрикожно, но тоже аккуратно, смотрите, внутрикожно, но на высокой сцепочке, потому что здесь зона кармана, зона подтекания, то есть здесь расположен слезный канал, это зона растекания пигмента, то есть если вы проработаете на неправильной глубине, может сформироваться именно растекание пигмента, аккуратнее. Для удобной фиксации вы можете использовать ватный диск, сложить его пополам. За счет этого вам легче давить на глазик и подвыворачивать. Задача, когда вы красите кармашек и межресничку, вывернуть глазик так, чтобы вам виден был каял. Если вы каял не видите, значит вам неудобно будет работать. То есть вы на ватный диск нажимаете и как будто бы одеваете верхнее веко на нижнее. За счет этого глаз подвыворачивается и вам видно зону, в которой вы будете работать. Просто когда мы давим пальчиками, это более ощутимо для клиента и для комфорта я рекомендую использовать ватный диск. Когда мы работаем с межресничкой, здесь тоже важно не спешить. Работаем внутрикожно, не выходя, не машем. Передвигаемся блоками. Короткий блок. В каждом блоке не менее 20-30 штрихов. Далее смещаемся на полблока вперед и еще также 30 штрихов. Наша задача не спешить. Здесь важна плотность именно в нижней линии. Я не люблю плотных межресничек. Пушистая межресничка всегда смотрится более благородно, нежели плотная, контурированная. В зоне межреснички вы можете работать параллельным штрихом. Этот штрих параллельно межресничке. У низа, ближе к каялу, более плотный, вверх поднимаемся, более разряженный. Также в межресничке вы можете диагональным штрихом работать. При этом низ вы также делаете более выраженным, а вверх поднимаете типа елочки в диагональ. Так тоже она получится более пушистой. Задача, чтобы был четкий низ только у межреснички. Вверх он должен быть пушистый, потому что из верха межреснички у нас уже выходит градиент. И красиво смотрится, когда этот градиент без видимой ступени. Плавный переход, чтобы у вас не было отдельно живущие стрелки, отдельно живущие растушевки. Наша стрелочка плавно начинается от первой межреснички, заканчивается плавно тоже тонким волоском. Начало в межресничке мы ведем такую же тонкую линию, как при фиксации нашего направления эскиза стрелочки по нижней ресничной линии. Здесь тоже есть ширина. Наша задача вести линию по низу, тонкую линию. Далее она немножко распушается и расширяется. Аппарат всегда под углом 90 градусов. После того, как мы проработали валик и зону межреснички, мы просим клиента открыть глазки, смотрим, заполняем. Если какие-то пробелы есть, дорабатываем. После этого, как правило, работа уже смотрится целостной и красивой. Теперь наша задача поработать именно с верхним этажом. Здесь самое главное не переплотнить. Мы сейчас берем самый светлый цвет из палитры и из зоны вот второго этажа, это зона валика, потихонечку плавно распушаем именно верхний вот этот градиент, чтобы он плавно растворился в оттенке кожи, потому что сейчас эта линия читаемая. Наша задача ее смягчить. Вот для этого нам и нужен третий этаж растушевки, самый светлый оттенок. В работе растушевки верхнего этажа мы поднимаемся, можно сказать, еще выше, то есть чуть цепляем кончиком иголочки кожу, прям слегка-слегка. Наша задача именно, чтобы у нас получилась вуаль, не серия точек пиксель, а именно вуаль. То есть работаем на высокой сцепочке, мягко-мягко. Здесь лучше всего поработать, стереть, посмотреть.
посмотреть, поработать, стереть, посмотреть. И не работать слепую, а понимать, что мы красим и что мы делаем. Немножечко выходим из зоны, где мы укладывали средний оттенок, чуть-чуть ее захватываем и наверх распушаем. Не боимся немножко подниматься выше, как бы рассеивать. За счет этого мы стираем вот эти границы нашей растушевки. Кожу мы растягиваем, можно сказать, в 3 стороны. Вниз, к нижнему веку, вверх, к брови и немножко мизинчиком в сторону. Только сильно не перетягивайте, чтобы не было кожи натянута как барабан. Слегка распрямляем, чтобы поверхность была плоской и гладкой. Постарайтесь, чтобы ваш штрих не был линейным. Это должна быть россыпь точек. Не линии из точек, а россыпь точек. Вытерли пигмент влажным диском, взяли сухим, промокнули, и тогда только работаем. По мокрому вам будет сложно видеть именно вот эту пиксель, россыпь, точку, он будет немножечко размазанный. Поэтому на верхние этажи растушевок старайтесь брать максимально светлые оттенки. Единичку он самый светлый, и плюс вы еще его корректором высветляете, затепляете. С верхним этажом главное не переплотнить, иначе придется тянуть еще один этаж растушевки, чтобы его сделать мягким. А при этом тогда нам придется длину стрелки увеличивать, потому что высоту растушевки задает длина стрелки и форма глаза. По заживлению именно верхние этажи растушевок в теплом оттенке, который ближе к коричневому, дает мягкость нижним этажам растушевок, потому что нижние этажи растушевки всегда заживают холоднее, так как они более темные. Соответственно, если цвет темный, то он уже холодный. И для того, чтобы холодный оттенок смотрелся благородно, верхний этаж растушевки мы делаем максимально теплым. На фоне теплой верхней части нижняя холодная смотрится очень красиво, потому что если мы берем все холодные оттенки в коже, это немножко грязновато на веках смотрится. На растушевку верхнего этажа, как правило, уходит меньше всего времени. Чуть-чуть поработайте, лучше на коррекции потом добавите. По заживлению вот этот градиент, он не даст нам видимой высоты, но он даст мягкость градиенту второго этажа, то есть зону валика. Первый этаж — это зона межреснички, второй этаж — это зона валика, третий этаж — это зона дымки. Третий этаж, он дает именно мягкость второму этажу. После того, как я заканчиваю правый глаз, я подготавливаю его к фотографированию, закапываю в него глазные капельки, чтобы немножко успокоить, снять красноту. Фотографирую этот глазик и только после этого приступаю к работе со вторым глазом. И иногда даже после того, как проработаю дальний глаз, еще раз фотографирую глаз, который первым проработала. Есть кожа, на которой цвет раскрывается чуть позже. Есть кожа, на которой цвет раскрывается сразу. То есть от типа кожи тоже зависит. И иногда фото спустя час даже получается более красивым и бархатным. Я включаю камеру, и здесь в правом нижнем углу у нас кнопочка. Нажимая на нее, у нас получается фотография в режиме видео. Потому что зачастую, когда мы делаем фото, цвет немножко холоднее. После того, как мы пофотографировали глаз, мы приступаем к работе ко второму глазу. Здесь важно поменять положение корпуса. Наша задача сесть по направлению к стрелке. Когда мы работали ближний глаз, наше направление упиралось нам в туловище. Соответственно, когда мы работаем дальний глаз, наше направление, вектор стрелочки также упирается сюда. Нам удобно будет, у нас рука не будет выворачиваться. При этом это направление может быть и таким, но тогда наш штрих должен быть тоже в направлении к нам. Вы можете пробовать и так, нет четкого правила, как правильно, делайте так, как вам удобно. Главное, чтобы штрих был диагональным, и вы сидели именно по направлению к штриху. И работаем точно так же, как первый глазик. Регламент процедуры такой же. Сначала полностью красим валик, далее переходим в карман и межресничку, и далее верхний этаж. В работе левый глазик бывает более чувствительный, так как левая — это женская сторона, и она более нежная. Вторичная анестезия вам в помощь. Вторичную анестезию вы можете во время работы использовать сколько вам необходимо, чтобы было комфортно. Она вам помогает не только делать процедуру комфортной для клиента, но и помогает в работе спазмировать сосуды, чтобы они прятались под кожей. Наша процедура закончена. И для тех, кто внимательно смотрел, напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего нам нужен самый светлый оттенок коричневого и что он нам со временем дает. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Пока-пока!